В мире, где все спешат, он всегда на шаг впереди. В комнате, полной следов, он замечает только одно – ту самую невидимую деталь, которая все меняет. Его не интересуют улики в классическом смысле. Ему не нужны отпечатки пальцев. Ему достаточно одного взгляда, одного вопроса, одного неестественного вдоха. Когда другие видят человека, он видит поведение. Когда кто-то говорит, он слушает паузы. Он замечает не то, что есть, а то, что скрыто. Необъяснимая нерешительность, неестественная поза, слишком ровный голос. Патрик Джейн не телепат, не ясновидящий, но его способность к микроскопическому анализу человеческого поведения почти сверхъестественна. Он читает людей, как вы читаете заголовки в ленте новостей, быстро, автоматически, с абсолютной уверенностью. Психологи назвали бы это гипернаблюдательностью, но для Джейна это привычка, инструмент и, возможно, форма зависимости. До трагедии он был медиумом, обманывал людей ради денег. Он знал, что все мы хотим услышать то, во что уже верим. Его мастерство – вызвать доверие, вводить в транс, направлять мысли. Это было шоу, это была сцена, это был он. Но с потерей семьи его искусство стало проклятием. Он больше не использует иллюзию, чтобы утешать. Теперь он создает обман, чтобы разоблачать. Он ловит преступника на его же иллюзии. Создает ситуацию, где враг сам раскрывает себя. Не потому что Патрик говорит «я знаю», а потому что он заставляет поверить, что знает. И тогда ложь рушится. Если вы думаете, что манипуляция – это зло, вы не видели, как делает это Джейн. Он входит в разговор как будто случайно, спокойный, расслабленный, улыбается, шутит. Но в этот момент он уже держит всю беседу под контролем. Он говорит одно, подразумевает другое, а слушатель понимает третье. И именно так, как задумано. Он не требует признания, он его вызывает. Иногда мягко, иногда жестоко, иногда гениально, безжалостно. Потому что он знает, правда редко прячется в словах, она живет в реакции. Многие называют его интуитивным гением, но Джейн – это логика, доведенная до автоматизма. Каждое его чутье основано на тысячах наблюдений, на поведенческих закономерностях. Он знает, как ведет себя лжец и как человек, который просто боится. Он различает эти тонкости не потому, что чувствует, он знает. Интуиция – это только внешняя оболочка. Внутри – хладнокровный процесс анализа. Патрик способен смоделировать поведение человека, которого он видел всего минуту. Он понимает, человек предсказуем, и в этом его сила. Он не носит оружие, он не верит в силу пуль. Он знает, что человеческий страх сильнее любой пули. Он обезоруживает людей одним взглядом, одним словом, одним шагом вперед. Но это делает его уязвимым. Он идет туда, где опасно, всегда без защиты. И все, что у него есть, его разум, его слова. Его храбрость не в силе, а в готовности противостоять злу, не теряя себя. Каждая его способность – это дар, но каждый дар – это также груз. Он всегда замечает ложь, значит, редко видит искренность. Он всегда на шаг впереди, значит, редко чувствует, что рядом кто-то действительно рядом. Он окружен людьми, но одинок. Он помог сотням, но сам не исцелился. Он смеется, но за его улыбкой боль, вина, усталость. Патрик Джейн – это не просто гениальный менталист, это человек, который обманул смерть, но не смог обмануть себя. Это человек, который видит насквозь каждого, кроме, возможно, самого себя. Он не герой, не святой, но он тот, кто помнит. Каждое преступление – это не загадка, а след в душе. И каждое раскрытие – это попытка снова почувствовать хоть немного справедливости в хаосе.